Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим о бенгальском тигре. Что мы знаем о нем? Большинство из нас знакомы с этим хищником с самого детства. Именно он стал прообразом знаменитого Шер-Хана из истории о Маугли. Грозного, хитрого и опасного одиночки, державшего в страхе все джунгли. Но каков этот тигр на самом деле? Как огромный сверххищник весом более 200 килограммов умудряется абсолютно бесшумно передвигаться по густым лесам Индии? И почему реальный бенгальский тигр – это гораздо более сложный, расчетливый и величественный зверь, чем его сказочный прототип? Здесь и сейчас мы и поговорим про уникальную тактику охоты и настоящую жизнь короля азиатских джунглей. Поехали! Да, если лев – это король саванны, то бенгальский тигр – это король джунглей. География обитания этого короля огромна, она связывает воедино засушливые редколесья Индостана, густые пойменные луга предгималайских равнин и бескрайние мангровые лабиринты крупнейших речных дельт Азии. И практически везде он наделен статусом священного животного. Одна из причин кроется в удивительной детали. Естественный узор из полос на его лбу поразительно напоминает китайский иероглиф, обозначающий слово «король». Рисунок рисунком, но никто не будет спорить, что королевский титул тигр заслужил за силу, ловкость и грацию. Соперников в регионе среди животных у него нет. Размеры бенгальского тигра действительно королевские. Бенгальский тигр на данный момент самая крупная кошка на планете. Среднестатистический лев весит в районе 120-150 килограммов. А вот самцы тигра на 30-50 килограммов побольше. При этом тело тигра более мускулистое, плотное и низкопосаженное, и у него выше плотность мышечной ткани. Лев уступает тигру и в общей длине тела. Средний лев имеет длину до 3 метров вместе с хвостом, тогда как бенгальский тигр длиннее его примерно на 20 сантиметров. Единственный плюс льва – это то, что за счет своих длинных лап он повыше. Его высота достигает 120 сантиметров, в то время как бенгальский тигр ниже, он около метра. Лев выглядит поджарым, а тигр массивным, приземистым и растянутым в длину. А как же амурский тигр, спросите вы? Все верно. Исторически самой крупной кошкой считался амурский, сибирский тигр. Он действительно был абсолютным гигантом. По закону Бергмана животные в холодном климате обязаны быть массивнее, чтобы сохранять тепло. В прошлом веке дикие амурские самцы весили в среднем до 230 килограммов, а отдельные особи подбирались к отметке в 300. Однако суровая реальность, браконьерство и сильное истощение кормовой базы, дефицит изюбрий и кабанов в тайге привела к тому, что дикие амурские тигры заметно измельчали. Сегодня средний вес взрослого дикого амурского самца составляет 190 килограммов. В то же время бенгальские тигры в заповедниках Индии и Непала живут на положении «все включено», полный all-inclusive. И плотность копытных там больше. В итоге современный дикий бенгальский самец весит в среднем 210-230 килограммов, а крупные особи легко перешагивают за 250-260 килограммов. С весом разобрались. Переходим к тельняшкам. Говорить о том, что узор каждого тигра уникален, мы не будем. Это и без нас знает каждый. А вот зачем действительно тиграм такие узоры, знают не все. На первый взгляд, ярко-рыжая окраска бенгальского тигра кажется противоречием эффективной маскировки. Однако природный расчет здесь безупречен и строится на особенностях зрения потенциальной добычи. Большинство копытных обладает дихроматическим зрением. Они практически не воспринимают красный и оранжевый спектры, путая их с зеленым и коричневым. Для индийского оленя тигр, пробирающийся сквозь заросли слоновой травы, окрашен в те же самые блекло-зеленые и хаки тона, что и окружающая растительность. По сути, хищник носит идеальный камуфляж, который виден всем, кроме тех, на кого он охотится. Ко всему прочему, вертикальные черные полоски выполняют функцию расчленяющей окраски. Они визуально ломают контуры тела огромной кошки, размывая ее силуэт среди игры света и тени. Хотя есть и совсем необычные тигры.
Говоря о бенгальских тиграх, невозможно обойти вниманием их белую вариацию с голубыми глазами. В массовой культуре их часто ошибочно принимают за отдельный северный подвид или за альбиносов. С биологической точки зрения это не так. Белый окрас – результат редкой генетической мутации, называемой лейкизмом. Она приводит к отсутствию рыжего пигмента. При этом черный пигмент на полосах сохраняется. В дикой природе белый тигр обречен на голод, так как лишен маскировки и выглядит для оленей как яркое белое пятно на зеленом фоне. Все белые бенгальские тигры, находящиеся сегодня в зоопарках мира, являются потомками одного единственного дикого самца по кличке Мохан, пойманного в 1951 году в Индии. Чтобы сохранить уникальный окрас, конфигурацию генов поддерживают путем близкородственного скрещивания, инбридинга. Платой за экзотический внешний вид становятся многочисленные проблемы со здоровьем, косоглазие и сниженный иммунитет, из-за чего современные белые тигры могут существовать исключительно под надзором ветеринаров. Кстати, среди кошачьих бенгальский тигр любит воду и к тому же является хорошим пловцом. Еще бы, в Азии существует сезон дождей, когда дожди идут как из ведра. В условиях удушающей жары индийского субконтинента водоемы становятся для него главным средством терморегуляции. Тигры способны проводить в воде долгое время, охлаждая организм, и являются великолепными пловцами, способными без труда преодолевать широкие реки. А особая популяция бенгальских тигров обитает в регионе Сундарбан, гигантском мангровом лесу на границе Индии и Бангладеш. Здесь кошки полностью адаптировались к полуводному образу жизни. Они охотятся на рыбу, крабов и даже караулят в воде крокодилов. Плотная шерсть и мощный плечевой пояс позволяют им уверенно маневрировать в сильных приливных течениях, делая водные преграды частью своих охотничьих угодий. Как и любой монарх, и уж тем более как любая кошка, понапрасну расходовать энергию тигр не любит, и проявлять лишнюю активность в зной хищник не станет. В полуденный зной можно хоть хороводы вокруг него водить, он даже и ухом не поведет. Зато вечером, когда в желудке начинается шум и гам, тигр открывает королевскую охоту. Бенгальский тигр – классический засадный охотник-одиночка. Из-за колоссальной массы он не приспособлен к длительному преследованию жертвы на марафонских дистанциях, как это делают, например, волки. Его максимальная скорость составляет около 60 км в час, и удерживать ее он может лишь первые 100 метров. По этой причине ключевым элементом охоты становится засада и скрытное сближение. И именно для выслеживания жертвы природа вылепила из бенгала настоящего Джеймса Бонда. Лапы тигра снабжены массивными мягкими подушечками, которые глушат любые звуки шагов, позволяя тяжелому зверю бесшумно ступать по сухой листве и веткам. Когти достигают длины 10 сантиметров и убираются внутрь лап при ходьбе, чтобы не тупиться о грунт и камни. Зрение с датчиками ночного видения лучше человеческого в 6 раз. Идеальный маскировочный костюм, скрывающий 200 килограммов живого веса, и великолепное обоняние. Благодаря чуткому нюху охотник может вычислить не только геолокацию своей добычи, но и ее размеры. Мощные мускулы, 10-сантиметровые клыки, на секундочку самые длинные клыки среди кошачьих, и выдвижные клинки-когти толщиной с человеческий палец. Благодаря всему вышеперечисленному, тигр способен завалить добычу вдвое крупнее себя. Сблизившись с целью на дистанцию 10-15 метров, тигр совершает мощный прыжок. Длина такого прыжка может составлять до 10 метров в длину и до 5 метров в высоту, а сила сжатия челюстей бенгальского тигра составляет около 70 килограммов на квадратный сантиметр, что позволяет ему легко перекусывать шейные позвонки даже крупным буйволам. Тем не менее, вопреки мифам, тигр не является идеальной машиной для убийства. Успешной оказывается лишь одна атака из 10. Остальные 9 заканчиваются тем, что добыча успевает
заметить хищника и скрыться. Каждый взрослый бенгальский тигр контролирует персональный участок земли. У самок он составляет около 20-40 квадратных километров. У самцов может разрастаться до 100. Границы маркируются стандартным кошачьим набором, пахучими метками и глубокими царапинами на коре деревьев. Если дипломатия меток не срабатывает, в ход идет голос. Рык бенгальского тигра имеет низкую частоту, около 18 Гц, и содержит инфразвуковые колебания. Этот звук способен распространяться в густом лесу на расстоянии до 3 километров. Услышав такой рык в непосредственной близости, человек или животное могут испытать кратковременный ступор. Инфразвук напрямую воздействует на психику, вызывая необъяснимый страх и дезориентацию, что дает хищнику дополнительные секунды для атаки. Кстати, поскольку охота дело энергозатратное, то тигр знает, что лучше одно точное нападение, чем изнуряющий бег за несчастным оленем по полдня. Поэтому, если жертва обнаружила своего преследователя, тигр сворачивается и идет искать новую цель. Зная о таком, местные жители, бродя по джунглям, надевают маски, но не на лицо, а на затылок. Так притаившийся тигр будет знать, что его видят, и охотиться на человека он не станет, по крайней мере, поостережется. Тигр тоже не промах, и своя маска у него тоже на затылке имеется. На тыльной стороне ушей у тигра есть четкие белые пятнышки. Когда тигр пьет или идет по траве, эти пятна со спины выглядят как огромные глаза. Это предупреждающий знак для других хищников и защита от нападения сзади. И если травоядные нападать на тигра точно не будут, то человеческие маски работают не всегда. У бенгальского тигра в Индии есть репутация людоеда. В естественных условиях здоровый полосатый хищник избегает встреч с людьми, предпочитая охотиться на копытных. Однако ситуация резко меняется, если зверь получает ранение, теряет клыки или стареет. Неспособность догнать быструю добычу вынуждает его искать более легкую цель, которой становится человек. Самым известным и территориально масштабным примером в истории стала чемпавадская тигрица, державшая в страхе регионы Непала и Индии в начале 20 века. Травма челюсти, нанесенная браконьерским выстрелом, навсегда лишила ее возможности охотиться на диких животных, превратив в самого результативного хищника-людоеда. Сегодня нападение чаще всего происходит в регионах с высокой плотностью населения. Вырубка лесов и сокращение естественной среды обитания неизбежно приводит к территориальным конфликтам. А тигр, однажды попробовавший человеческую кровь, быстро понимает беззащитность людей и может целенаправленно терроризировать целые деревни. Современные экологические службы стараются отслеживать и изолировать таких проблемных особей, поскольку появление даже одного людоеда ставит под угрозу не только жизни местных жителей, но и репутацию программ по сохранению всей популяции этих величественных кошачьих. Этот конфликт выглядит особенно остро на фоне глубокого религиозного трепета, который испытывает местное население к хищникам. Несмотря на смертельную опасность, тигр остается глубоко укорененным в национальной культуре, и поэтому в Индии существует несколько торжеств, посвященных тиграм, которых многие считают богами и святыми животными, такими же, как и коровы. И пока люди верят в полосатого бога, сам он с завидной регулярностью отправляется на поиски своей полосатой богини. Найдя свою королеву, с ней он около месяца, а потом безропотно бросает в одиночестве растить маленьких королевских особ. После 100 дней одиночества тигрица рожает 2-4 беспомощных слепых котенка. Пару месяцев они пьют молоко, а затем мать начинает прикармливать тигрят мясом. В 11 месяцев они начинают делать первые робкие попытки охотиться вместе с матерью. Окончательно они покидают маму и уходят на поиски своей территории в возрасте 1,5-2 лет. Именно этот период расселения самый опасный, когда молодым тиграм приходится сталкиваться со взрослыми самцами. Смертность среди тигрят в первый год достигает 50%, и главная угроза для них вовсе не голод, а другие самцы-одиночки. Если чужой самец
самец захватывает территорию, он стремится уничтожить всех, кто станет у него на пути. Это жестокий эволюционный механизм. Лишившись котят, тигрица снова готова к спариванию, что позволяет новому хозяину территории зафиксировать в истории свои собственные гены. Но материнский инстинкт тигрицы не знает страха. Ради спасения потомства она готова противостоять любой угрозе и сражаться за маленьких полосатиков ценой собственной жизни. Однако жизнь тигров, какой бы величественный и сильный он не был, полна опасностей. В естественной среде обитания эти величественные хищники редко доживают до глубокой старости по причине травм, голода и конкуренции. Возраст в 20 лет для диких особей является предельным максимумом, достижимым в основном в условиях заповедников или зоопарков. В джунглях их средний век значительно короче. Несмотря на королевское происхождение, священность и другие высокие регалии, бенгальский тигр остается излюбленной целью для браконьеров. Люди ходят на тигра с ружьями, отчего царственной кошке приходится прятаться по кустам. В давние времена в Индии лучшие представители каст массовой охоты на тигров доказывали свое превосходство. Сейчас его ловят ради костей и шкур. Результат от всего этого безобразия один. От ранее успешного вида осталось всего 2500 особей. Однако из всех видов тигров бенгальский король джунглей остается самым многочисленным. Его охраняют на законодательном уровне. Именно беспрецедентные государственные программы, вроде индийского проекта «Тигр», смогли вытащить этих кошек из глубокого экологического кризиса. Благодаря жесткому контролю за браконьерством и созданию охраняемых природных коридоров, популяция бенгальцев растет. Сегодня они составляют около 75% от общего числа всех диких тигров на планете. Пока их северные островные сородичи вынуждены буквально балансировать на грани выживания, этот полосатый тяжеловес уверенно смотрит в будущее, сохраняя статус хозяина. Да что там хозяина? Полосатого короля джунглей Шерхана. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся. Не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами канал Планета Земля.